Всем привет! Меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Ваше судьбоносное знакомство. С кем же оно будет? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. Итак, смотрим, в каких же энергиях вы сейчас пребываете. Вот знаете, вот вы сейчас начали жить для себя. Вот для себя. Вот всю жизнь вы жили для кого-то. Вот копили, копили, все в дом, все денежки в дом, да, вот старались как-то обустраивать. Но сейчас вот я не вижу рядом с вами женщины. Вот вы, с одной стороны, чувствуете себя плохо, грустно и печально без женщины. Вот, ну, как бы не хватает второй половинки, которая вам просто жизненно необходима. А с другой стороны, у вас вот какой-то кайф появляется, да, вот что хочу, то и делаю, никто мозг не выносит, куда хочу, туда деньги и трачу, что хочу, покупаю и так далее. Ну, то есть такое вот двоякое состояние у вас, плюс еще может проигрываться, что вы начали больше проводить времени с друзьями, да, вот когда, допустим, вы жили с женщиной там в семье, либо же она вас не пускала, либо не очень хотелось, потому что настроения особого не было, потому что знали, что вот если вы там где-то с друзьями потусите, дома вам вставят по 5 число, да, то есть не очень хотелось лишних скандалов. А сейчас вы можете, вы сам себе хозяин, и вы кайфуете от этого. Хотя с другой стороны, вот есть некоторая еще грусть, печаль и тоска у вас присутствует, какие-то вот ограничения по поводу чего? Вот вы не можете пока наладить именно личную жизнь. Да, вот у вас ограничения идут по личной жизни. Вроде бы и по деньгам все нормально. С друзьями, приятелями все нормально. Да? Такое вот психологическое состояние более-менее. Хоть еще грусть, печаль немного присутствует. Но я не вижу у вас таких вот суперских, стабильных, серьезных отношений. Я, как всегда, говорю, что я беру во внимание только серьезные отношения, какие-то одноразовые романы, временные я не беру во внимание. Поэтому вот вы почему-то поставили какой-то вот невидимый блок перед женщинами. Вот я не вижу, с одной стороны вам плохо одному, а с другой стороны я не вижу у вас особого такого рвения с женщинами, то ли знакомиться, то ли вообще как-то вот заводить новые отношения, да, вот, то есть дилемма такая перед вами. Вы с одной стороны хотите, а с другой стороны вот хочется еще покайфовать, да, вот хочется покайфовать именно от свободы, от вот этого состояния вашего, да. Ну, то есть довольно такое интересное у вас состояние проигрывается. Так. Что же будет у вас дальше в личной жизни? Потому что, ну, сейчас как-то вот вы такой, ну, своего рода невидимый блок перед собой ставите. Вот, ну, как-то вот стопорите вы знакомство. Вот хочется покайфовать, хочется. Хотя в планах есть, в планах да. В планах однозначно у вас есть и знакомство. Вот. Да, вот, скорее всего, проигрывается в какое-то ближайшее время. Это будут либо же вот эти вот недолгие романы, да, я не говорю, что это одноразовые связи. Это будут, ну, кто-то будет использовать, ну, я не говорю девочек по вызову, да, ну, то есть пользоваться вот такими вот женщинами легкодоступными. У некоторых из вас это проигрывается, еще раз говорю, да, потому что я знаю, что у меня большинство, конечно, мужчин, которые настроены именно на серьезные отношения. Причем я не вижу у вас такого кайфа от вот этих вот одноразовых отношений абсолютно. Это такое вот поматросил и бросил, грубо говоря. Вы еще, знаете, вот вы еще потому не устраиваете личную жизнь, что вы еще ностальгируете. Вот вы подсознательно, что ли, тормозите новые отношения. Помимо того, что вы кайфуете от вот этой свободы, именно свободы, вы не от одиночества кайфуете, да? От одиночества, ну, мало кто кайфует. А именно вот свобода, да, вы как будто вырвались из клетки, я что хочу, то и делаю. Вот в этом плане вам хорошо.
Но еще есть некоторые воспоминания из прошлого. Да, у некоторых проигрывается, что вы еще не выбросили из сердца свою прежнюю даму, потому у вас и не складываются новые отношения. Так, что же будет у вас или нет? Судьбоносное знакомство. Давайте-ка заглянем. Так, какой-то период вы еще, вот как я говорила, покайфуете. Вы будете, да, для себя жить. Кто-то будет вот девочек этих, ну, грубо говоря, снимать, знакомиться, да, то есть кайфовать от жизни. Но это какой-то период будет. Причем, смотрите, может еще проиграться ситуация, что вам понравится женщина, за которую придется бороться. Вот придется бороться, потому что у нее будет то ли поклонник, да, там какой-то ухажер, который не захочет ее отдавать. Так. А вот новая любовь у вас появится уже через какое-то время. Через какое-то время, потому что вот когда вы, знаете, вы внутренне просто созреете, вот вы созреете именно для новых отношений, когда вот вы выбросите из головы, из сердца, из души свою бывшую, когда вы сможете наконец-то настроиться на новые отношения, вот тогда вам Вселенная пошлет вот эту новую любовь. Это будет именно человек для семьи. У нас 10 кубков выпало, да, это полная гармония, это семья может проигрываться, это вот такое вот, ну, знаете, состояние счастья, такое состояние полной взаимности. Хотя, я вам скажу, дама вот это будет, она тоже будет довольно такая с характером. Периодически вы будете бодаться с ней. Но, тем не менее, вот вы настолько вот влюбитесь в нее, что вот вы будете все равно становиться вот ручным котенком постепенно. Вот вы будете влюбляться все больше и больше в эту женщину, поэтому, но это неизбежно, что она вас приручит именно с помощью вот своих таких вот женских чар, с помощью той самой вот вашей влюбленности, либо же любви в нее, да. Так, как же будут развиваться ваши отношения? Так, где вы познакомитесь, я не буду смотреть, пусть будет интрига небольшая. Так, как будут развиваться ваши отношения? Смотрите, у вас, когда вы начнете вот эти отношения, будет какой-то период довольно такой непростой, это как испытание судьбы. Когда вот какое-то либо же печальное известие, печальное событие произойдет. Это может быть потеря, утрата чего-то, либо кого-то, да. Это могут быть там, не дай бог, близкие, друзья, ну, кто-то, я не знаю, ушел в мир иной, погиб. Ну, то есть может проигрываться какая-то вот катастрофа жизненная, и вы станете надежной поддержкой вот этой женщине. Вот у нее будет такое очень, знаете, убитое состояние из-за вот этой вот катастрофы, которая случится. Вы станете вот именно императором, именно надежным таким вот плечом в ее жизни. Вы стойко пройдете этот период, когда вот у нее будет такая вот грусть, печаль, да, за кем-то, может быть, ушедшим. Ну, то есть что-то такое серьезное произойдет, и вы станете надежной поддержкой и опорой в ее жизни. Теперь, смотрите, проснутся в вас какие-то вот экстремальные нотки. Вот во время этих отношений вы как будто вот вернетесь назад в молодость и таким, ну, немного экстремалом станете. Это может быть в разных ситуациях проигрываться. Это может быть, знаете, такое своего рода какой-то азарт проснуться, могут быть какие-то, ну, я не знаю, закидоны, что-то вы будете такое чудить, я даже вот на ум не приходит сразу, да, но такое для адреналина что-то такое учудите, вот какое-то ребячество проснется, что ли. Вообще в вашей жизни с появлением этой женщины произойдут кардинальные перемены, вот абсолютно, да, вот вам не захочется больше быть одному. Вы перестанете кайфовать от того одиночества, в котором вы были. Вам захочется все-таки быть вместе. Вот вы будете кайфовать вот именно вдвоем.
Хоть у вас периодически, я вам скажу, будут и стычки, потому что она тоже дама с характером, она себя в обиду не даст, а вы будете как ручной котенок периодически вот на задних лапках перед ней бегать. Кардинальные перемены, но перемены в лучшую сторону. Вот знаете, когда люди вместе идут навстречу вот счастью, именно идете в новую жизнь, в новые отношения, кто-то в семью, да, вы дойдете до семьи, там, до гражданского брака с этой женщиной. То есть очень такая интересная эта дама будет. Вот она вас реально взбодрит. Вот взбодрит именно своим каким-то отношением. Вот она двоякая, как будто двуликая, да. С одной стороны она такая белая пушистая кошечка будет, а с другой стороны она дама, которая может укротить и тигра, и льва. И вы будете как ручной, реально, вот как ручной котенок, вот подчиняться просто потому, что вам будет хорошо, да, вот это то состояние, когда вот влюбляешься, и хочется делать что-то приятное для своей половины, просто чтобы порадовать, да. В каких-то вещах закрываешь глаза, да, в каких-то вещах ты можешь промолчать, да, на что-то не обратить внимания, просто чтобы не обидеть лишним словом человека, да, чтобы ничем не ранить. Когда ты относишься к своему партнеру, ну вот как к хрустальной вазе просто. Поэтому у вас такие будут довольно интересные вот отношения. Причем даже может проиграться, что некоторые из вас начнут усиленно готовить разные вкусности для своей дамы, да, вот вплоть до того, что вы можете начать торты печь. Даже делать то, чего раньше вы не делали и даже не могли бы подумать. Вот в страшном сне вам захочется настолько радовать эту женщину, вот настолько она вас зажжет, вот этот огонь любви, да, огонь веры в себя, да, вот уверенности в себя, она вообще по всем параметрам вот просто вот вас как будто озарит, да, озарит счастьем, озарит любовью. И вы будете вот как ее джин такой, да, вот по первому велению, по щучьему велению, по моему хотению, да, как раньше был Емеля. Поэтому, смотрите, у вас такие интересные времена идут. У вас будут и прогулки при луне, будет романтика своего рода. Вы будете, вот знаете, как две половинки одного целого. Вот настолько вам будет комфортно вот вдвоем, когда уже третий никто не нужен, когда особо не нужны компании. Вот вы везде вдвоем, да, вдвоем постоянно. Вот хочется быть вдвоем. То есть это тот момент, когда даже... Вот, допустим, ну, я не знаю, там, свободная минутка, да, вот, и хочется побыть вдвоем. Не куда-то к друзьям бежать, там, либо в компанию. Хочется вот лишнюю минутку, там, обнимашек, целовашек и так далее. То есть это новое знакомство, которое полностью перевернет вашу жизнь, ну, перевернет в лучшую сторону, которое многому чего научит, благодаря которому... в вас проснутся те задатки, которые вот, ну, были в спящем состоянии. Поэтому, ребята, готовьтесь, изучайте кулинарные рецепты, учитесь печь торты, кто не умеет, и да будет с вами счастье, да, с новой женщиной. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!